Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости, подписчики моего канала. Максим Гольдарт на связи прямо сейчас. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые люди. Ну что, такая финишная прямая у нас до конца лета. Всего лишь там каких-то 2 недели осталось. И очередная, ну такая памятная дата. Так уж сложилось, памятная дата. Год встречи на Аляске Трампа и Путина. И за этот год, казалось бы, столько всего произошло. И вылилось в какие-то, ну, мемные картинки. Вчерашнее общение Минобороны Российской Федерации со Страткомом, заочное, публичное, ну вот так вот, да, через картинки, что осенью вот такая вот заморозка будет, шахеды летят, а те отвечают, будем греться от пожаров на ваших НПЗ. Тут, конечно же, штиллерманцы, миндичцы, да, Ну ну вот да, эти из да. PowerPoint говорят, что вот, зимой посмотрим, какая будет осень. Ну и сегодня прилетели фламинго по целям, завод «Прогресс», да, Самарская область, там Савослейка рядом, в общем, да, то есть фламинго летят, Зеленский уже похвастался. Но вовсю, кажется, пугание там тяжелой зимой украинцев сводится к какому-то абсурду. Да, все видят какие-то пустые полки, проблемы с поставками продуктов, но из каждого утюга говорят, Хм. не бойтесь, украинцы, продуктов завались. Доставить их, конечно, сложно, но мы все решим. Дефицита не будет, голода не будет, все будет нормально. Тепло худо-бедно будет. Короче, греться только костром российских НПЗ не придется. Так и что это за коммуникация такая? Бушанский вообще написал, депутат от «Слух народа», говорит, мы за эти годы в пух и прах размотали Россию в плане пиара, мемасиков, вот этого вот всего. Вот, мол, какая перемога. Ну, раз такая перемога, то каких еще тогда перемог не хватает? А знаете, я думаю, что с точки зрения умения самопиариться, умения рисовать картинки, умения пользоваться новыми технологиями, умение правильно себя продавать, даже, вы знаете мое отношение к УКРСМИ, к так называемым украинским журналистам, но между тем, даже в этом смысле это выше, профессионально выше, чем в России. Не шучу, не хочу никого обидеть. Я просто эти годы наблюдаю за российской прессой, за их основными вещателями, за их средствами массовой информации. Вы знаете, ихним бы, если так можно исказить слово, поучиться бы, да, у так называемых наших бы, в этом смысле слова. Это так, немножко отступление в сторону, но между тем. Э, Повторюсь, настолько дико читать укрпрессу, укрсми, укрпропаганду, потому что укрсми вообще-то нет, есть укрпропаганда. Но еще диче, как правильно по-русски, читать очень часто то, что пишут в основных таблоидах России. И что касается картинок, приколов там и так далее, мне кажется, в этом смысле Украина тоже на первом месте. Вопрос только в том, какой практический от этого смысл. Страна, которая 5 лет погибает, точно не продержится на картинках, карикатурах, кукрыниксах и так далее. Ей нужно будет чем-то и греться, что-то есть. Тут палка о двух концах. Сейчас Россия практически уничтожила возможность Украины выхода к морю. Помните, мы с вами обсуждали это давно и прогнозировали это давно. И по итогу это состоялось. И происходит и сейчас. Каждый день добиваются портовые возможности Украины, морские экспортные возможности Украины. Украина лихорадочно ищет варианты вывоза и экспорта продукции. Ахметов переживает за свою сталь. Американские фермеры и чуть-чуть украинских фермеров переживают за вывоз украинского когда-то зерна. Так вот, палка о двух концах в этом смысле. Не будет экспорта, оно все останется в Украине. Останется в Украине, может быть, даст бог, цены на продукты начнут падать. Кто знает, всякое возможно. Что касается вариаций доставки, и поэтому, может быть, и голода не будет, если все останется в Украине и вывозить ничего не смогут. Что касается доставки, несомненно, эти проблемы будут усугубляться, потому что Россия методично уничтожает не НПЗ, а то, куда НПЗ должны поставлять готовую продукцию, где нужно заправляться, заправочные станции. И у них это получается. Это
ну, может быть, немножко отступление от вашего вопроса, но такая картинка для дальнейшего вывода. Теперь касательно прямой, августовской прямой. Полагаю, что август в Украине будет еще очень горячим. Полагаю, что российское высшее военно-политическое руководство перед выборами где-то организуют те или иные победы для себя, чтобы это все показывать своему избирателю там внутри России. Понятно, что победы для них – это проигрыши для Украины. То ли это будут, я полагаю, что это будет продолжение обстрела инфраструктуры, продолжение обстрелов портов, городов, аэродромов, аэропортов оставшихся, обстрелов железной дороги, узлов коммуникаций, оставшихся локомотивных возможностей. Вот это все будет уничтожаться. Возможно, будут какие-то предприняты военные операции, но, полагаю, это не будут еще они не будут еще носить такой вот стратегический сильный характер. Мне так кажется. Мне думается, что август будет горячим именно с точки зрения обстрелов. Россия не может не воспользоваться ситуацией, которая сейчас сложилась в Украине. Видите, Зеленский говорит о том, что украинские ракеты полетели в Самару, да, в Самаре этот завод находится. Но никто уже не говорит о том, сколько сколько российских ракет за это время прилетело в Россию, в Украину. Они перестали об этом говорить просто потому, что за этим следует вопрос, сколько сбили. А не сбили нисколько, тоже понятно. И понятно, что есть разрушение, понятно, что есть попадание, понятно, потому что никто ничего не может сбить. И Россия однозначно будет этим пользоваться, тем, что украинская ПВО истощена, и однозначно обстрелы до конца августа усилятся. И опасность в этом смысле станет много больше, чем была. И в связи с этим, вот, равно как нельзя верить украинским пропагандистам, УКРСМИ и различным министрам Зеленского, но в одной фразе бывшего министра Зеленского Кулебы людям поверить в эту фразу нужно, когда он предупредил людей, что не верьте ничему и никому, отбиваться нечем, сбивать нечем, поэтому по возможности уезжайте или прячьтесь. Я думаю, что это он сказал по-честному. Это два. Три. Полагаю, что до зимы еще произойдет несколько серьезных событий. И если вопрос заключения мира с учетом геополитических интересов России сейчас по-мирному не будет решен, ну, относительно по-мирному, то полагаю, что развитие событий на фронте будет иметь место после выборов. Я думаю, что это будет теплая осень, еще сентябрь, октябрь. И это будет коррелироваться с массовыми или массированными обстрелами тыла Украины. Полагаю, что Россия предпримет серьезное военное наступление для того, чтобы сломать где-то оборону и для того, чтобы дальше эта оборона посыпалась. При этом Россия будет посыпать Украину огромным количеством тех или иных ракет. Не говорю сейчас о беспилотниках, именно ракет. Думаю, что идет все к этому. Теперь, вы отлично начали с духа, с Анкориджа, да? Слушайте, я сначала слышал от русских фразу, что он выветрился. Сейчас этот дух опять где-то себя проявляет. Я знаю, что между американскими и русскими идут переговоры, и россияне стали на ту позицию, что о чем договорились в Анкоридже, и что мы со своей стороны исполнили, а вы нет. С этого и начнем новые наши переговоры, уважаемые американцы. А если не начнем, ну, значит, незачем их и начинать, потому что, по их мнению, это все уже неконструктивно и неинтересно. Вы дали слово, вы о чем-то там пообещали, вы ничего не сделали, мы сделали. Поэтому, ребят, как там, кошка бросила котят, пусть играют как хотят. И полагаю, что этот дух Анкориджа, он все-таки не выветрился до конца, он начал витать заново в воздухе. Помогает ему витать в воздухе ситуация в Персидском заливе. Трамп там выглядит крайне непрезентабельно. И там, и в Америке. По-моему,
вчера или позавчера опубликовали новый рейтинг позитивного к нему отношения. Это минимальный за оба срока его президентского правления. Он это понимает, окружение это понимает. Его недавняя ремарка по поводу Венса и его подготовки на президентский пост, полагаю, это не просто так. И считаю, что он и окружение вполне серьезно рассматривают вариацию ухода преждевременного в сторону для того, чтобы дать Венсу возможность стать президентом, исполнять обязанности президента, накачать мышцы и впоследствии качественно участвовать в выборах президента, победить в них и в дальнейшем защищать интересы семейства Трампа. Я думаю, что эту тему тоже они проговаривают и продумывают. К чему все это? К тому, что Россия сегодня, уверен, играет свою геополитическую игру в Персидском заливе. Уверен, что обострение в Персидском заливе, в том числе позиция руководства Ирана, в том числе обстрелы такие, знаете, совершенно случайные, то не было, а потом обстрелы со стороны хуситов судов и портов в районе Баб-эль-Мандебского. Видите, Александр, я выучил с нашего эфира это название. Так вот, в районе Баб-эль-Мандебского пролива, что это все не случайно, это все идет геополитическая игра. И я думаю, что на кону предложение, в том числе со стороны России, о том, что мы будем помогать улаживать проблему с Ираном, чтобы Трамп оттуда вышел более-менее хотя бы не сильно бледным. Но ты за это, шановный президент американский, должен выполнить свои обязательства по Украине. Полагаю, что речь идет именно об этом. Я думаю, что когда Трамп говорит о том, что, помните его недавнюю фразу, мы можем прийти в Украину, когда захотим, и забрать там все, что захотим, потому что это все наше. Помните, Зеленский и зеленые слуги подписали тогда этот предательский акт о передаче недр Украины в пользование совместному фонду американо-украинскому, где американцы имеют право выгребать, забирать, а украинцы имеют обязательство наполнять этот фонд своими богатствами, своими недрами. Так вот, я думаю, что даже в этом случае, а мы помним еще со времен советской школы, что основные залежи полезных ископаемых находятся на той территории Украины, которая сегодня или не совсем подконтрольна власти Зеленского, или уже давно не подконтрольна власти Зеленского. Я думаю, что те же россияне вполне могут говорить о том, что бумажка, которая подписана Зеленским, не будет иметь никакой роли и силы и для вас, американцы, в том случае, если мы не договоримся. А можем договориться, что на какое-то время вы можете выгребать какие-то полезные ископаемые из Украины. Это звучит все неприятно, но сегодня Украина находится в крайне неприятной ситуации и в крайне неприятном положении. Поэтому все, о чем я сказал, вполне возможно. Резюме. Полагаю, что все-таки как бы не говорили, что дух этого анкориджа выветрился. Полагаю, он все равно начал витать заново, и вокруг этого духа или с помощью его идут сегодня переговоры между американцами и россиянами. Посмотрите, визит этой парочки Виткофа и Кушнера постоянно откладывается. Он постоянно откладывается по той причине, что думаю, что россияне не хотят лишний раз что-то показывать еще положительное в адрес Трампа. То есть, будете готовы с нами разговаривать так, как мы уже этого хотим? Приезжайте, будем разговаривать. Чем вы нас задушите? Санкциями против нефти? В мире сегодня проблема с нефтью. Трамп собирает картели нефтяные у себя в Америке и говорит, ёб вашу мать, снижайте цены на бензин для американцев. И те говорят, с каких делов? С каких делов? Мы запросто продадим нашу нефть на американскую... Это же капитализм, да? Мы запросто продадим нашу американскую нефть где-нибудь в мире подороже. Зачем мы будем ее снижать? Тут вот как бы вашим салом вам да по мусалам у них в Америке происходит. Поэтому сейчас лупить по России санкциями по ее нефти и газу в тот момент, когда мир съежился от возможного намного более дикого кризиса, нефтяного и газового кризиса, если еще вслед за Ормузским проливом накроется этот Бабский пролив условно, то думаю, что он этого делать не будет. Я полагаю, что, как это странно не звучит, американский президент сегодня на довольно серьезной растяжке. И все-таки добавлю к этому, что
кроме рацио, кроме денег, кроме бизнеса, кроме политики, все равно существуют эмоции. Эти эмоции тоже играют роль. Эмоции в окружении Трампа – это не прозеленские эмоции, это не позитивные эмоции по отношению к Зеленскому. Это негативные эмоции. И его семья Трампа, и его ближайшие друзья, советники, партнеры, коллеги относятся к Зеленскому крайне отрицательно. Поэтому я все-таки полагаю, что все это роль свою сыграет. И я полагаю, что, может быть, все-таки Бог даст и не перейдет нынешняя странная война в фазу кровавой, жесточайшей войны, войны с применением всех возможных видов вооружения, которые есть у России, для окончательного решения нынешнего украинского вопроса. Я полагаю, что набор того, что перечислил, вынудит, ну или как угодно, вынудит или убедит Трампа выполнить свои обязы, а его обязы по ситуации в Украине крайне... Смотрите, Я давайте хочу... это разложим, потому что Давайте, несколько давайте. раз говорили о том, что Россия свою часть выполнила, а Трамп нет. Я Что- считаю, что да. Что вы имеете в виду, вот если так конкретно, а что выполнила Россия? А что не выполнил Трамп? Ну, что не выполнил Трамп, мы так примерно понимаем, да, примерно, да, вот, через Рубио, через эти переговоры. А Россия что выполнила? Я отвечу, хотя я об этом и говорил и раньше. Я уверен, что ситуация с Венесуэлой была отпущена Россией. Я уверен, что и не только Россией, и Китаем тоже. Я уверен, что имел место геополитический размен. Во всяком случае, готовился геополитический размен. Я уверен, что начало ситуации с Ираном точно так же была частью договоренности в Анкоридже. Нравится сейчас это слышать российским слушателям или не нравится, это ваши заботы, ребят. Но думаю, что именно так картинка и выглядела. И в свою очередь Трамп обязался отойти от Украины. То есть обязался прекратить поддержку Украины в полном объеме. Я так думаю. Ни денежно, ни косвенно, ни опосредованно, ни прямо, ни как-то иначе. Недавно Лавров заявляет, что... более того, вчера, по-моему, МИД или Минобороны России, нет, МИД, запросило у американских коллег четкий ответ на четкий вопрос. Правда ли вы, что вы наводите украинские ракеты и дроны на цели? Правда ли вы, что вы участвуете в обстрелах России? Дайте ответ, дайте информацию. Понятно, что звучит несколько по-детски, но между тем, это тоже показатель того, что как минимум Россия уверена, что США не ушли из войны в Украине. Я думаю, что вот эту часть сегодня требует Россия выполнить от США по анкоридским соглашениям, которые, скорее всего, имели место между Трампом и Путиным. Вот об этом я говорю. Полагаю, этого достаточно. И самое важное, что для Трампа выполнить свои обязательства несложно. И самое важное здесь для Украины – это два аспекта. Первый аспект. Как только он выполнит свои обязательства и перестанет поддерживать, или не так даже, прикрывать режим Зеленского, а прикрывать режим Зеленского – это значит не давать началу реального, качественного уголовного преследования членов этого режима за коррупционные преступления против с использованием денег американских налогоплательщиков, этого достаточно для того, чтобы этот режим не просто сдулся, а превратился в куриную вареную жопку. И как только Трамп перестанет это делать, как только он скажет ФАС или даже ничего не скажет, потому что у национальной разведки США, у ФБР и у Министерства юстиции Соединенных Штатов более чем достаточно доказательств преступной деятельности членов режима Зеленского. И вы в самом начале сегодняшнего видео вспоминали двух выдающихся членов этого окружения, двух выдающихся воров вокруг Зеленского, двух его друзей. Поэтому, полагаю, если он это сделает, то Украина первая избавится от, наверное, самого опасного и страшного правящего режима за свою историю независимости, самого оказавшегося кровавым, самого оказавшегося дико коррупционным, потому что это коррупция на войне, на разграблении, на крови.
И второе, Украина получит окно возможностей для заключения мира сегодня. Не завтра, не после диких бомбежек, не после прорывов фронта, а именно сегодня. Вот почему я считаю, что для Украины поведение Трампа, решение Трампа чрезвычайно важно и чрезвычайно стратегически полезно. Вот Ну, так. он не может решить, понимаете? Вот опять-таки, мы сейчас становимся свидетелями того, как не просто там правду подменяют, а делают с ней все, что угодно. Ну вот вчера всем рассказали о том, как Днепропетровская область освобождена была. Все, Кем? ВСУ. Нет теперь солдат российской армии в Днепропетровской области. Никто это не подтвердил. Вышли там военные с одной стороны, вышли военные, военкоры с одной стороны, военные с нашей стороны, с украинской имеется в виду. И говорят, ну, как бы радоваться рано, флаговтыки, туда-сюда. В общем, на момент нашего с вами разговора, так, ну, вот где правда, понимаете? Серую зону взяли, переписали туда, переписали обратно. И Трамп ведет себя точно так же. Ну вот точно так же. Он говорит, все, сейчас вот добиваем Иран, там уже осталось того, Ирана осталось, сейчас ткни пальцем, он развалится, Иран. И вообще я объявлю, что Ормузский пролив — это территория Соединенных Штатов Америки. А Мексиканский залив – это теперь американский. Он тоже это объявил, но никто не слышит. Нет, ну понимаете, все, то есть это иранцы вышли дипломатически, ну там один замминистра иностранных дел говорит о том, что как бы победить в Твиттере — это, конечно, круто, или там в соцсетях, да, ну, есть реальность на земле. А другой представитель МИДа Достоевского цитирует. Хорошая цитата про ложь, которая овладела. То есть, понимаете, какая история? А чего мы тогда ждем от него по Украине? Ну вот чего? Выгодного для него шага. Так, Вот, смотрите, он не может выгодный для себя шаг совершить уже сколько месяцев с Ираном. Все же говорят, ребята, надо как бы отваливать. Вместе с этим, простите, но если это правда, а судя по всему правда, Рейтерс пишет, там другие источники, правда, судя по всему, уже Арабские Эмираты платят Ирану, разблокируют их средства, 3 миллиарда уже поступило, речь идет о 10-20. Только не стреляйте, не подрывайте вот это все, давайте, нате вам денег. Вот осел с золотом хочет взять. А Трамп, получается, он осел ни с золотом, ни с ракетами очередной авианосец отправил. Ничего не может предпринять. Вы говорите о какой-то выгоде. А какой? Верно. Для Трампа? Разница для Трампа между Украиной и Ираном заключается в следующем. Трамп в Украину войска не отправлял. Трамп в Украине солдат и офицеров не терял. Трамп в Украину не отправлял авианосцы или броненосцы, или бронетанки, или что-то похожее. Трамп занял для Америки позицию, что я, в отличие от Байдена, в Украину только все продаю. Кто хочет, покупает для нее. Кто не хочет, не покупает. Я больше никому ничего не дарю. Что касается Ирана. Трамп, который говорил о том, что что Соединенные Штаты не должны больше влазить ни в какие войны, должны уменьшить свое количество военных баз по миру, должны забрать свои войска назад, уменьшить контингент в Европе. Сделал все с точностью наоборот. Он влез в войну с Ираном. Война с Ираном повлекла за собой проблемы внутри Соединенных Штатов. Война с Ираном повлекла за собой проблемы внутри республиканской партии. И несколько очень сильных мастодонтов, на которых держится общественное мнение в поддержку республиканской партии, не просто открыто критикуют Трампа, а говорят, что он такой же, как демократы. Говорят, что он и демократы, и республиканцы нынешние – это одно и то же. И самое главное, говорят о том, что давайте создадим третью партию. Сколько нам... Это важно, то, что говорю сейчас. Сколько можно смотреть, как демократы с республиканцами делают расклады, зарабатывают на этом, делят власть и обманывают американский народ. Я уверен, что к этим нескольким однозначно присоединятся богачи типа Илона Маска. И марш новой партии в Соединенных Штатах, который будет, скорее всего, гибельный для рейтингов и республиканцев, и демократов, и которая откусит по итогу огромное количество избирателей у обеих традиционных американских партий. Так вот,
вся эта ситуация для Трампа намного страшнее и опаснее, чем ситуация в Украине. Что ему могут сказать внутри США по Украине? Ну, ты же обещал за один день закончить. Да, обещал. Но Трамп много чего обещал. И к его обещаниям люди уже привыкли. Точнее, к тому, как они выполняются или не выполняются. Там, внутри Америки. Дальше. По большому счету, когда проблема есть внутри своей собственной страны, какая-то проблема страны за океаном, бог знает где, тем более страны, в которую влили кучу денег, тем более страны, правительство которой является намного коррумпированнее, чем любая папуасская страна или любая афроамериканская страна, намного тупее, дурнее, опаснее и так далее. Проблемы подобные внутри маленьких шерифов начинают волновать меньше и меньше. Мы для них, Украина для них, даже не индейцы. Мы для них что-то далекое и непонятное. И проблемы в Украине американский избиратель Трампу готов простить. Или забыть, или даже не обращать на них внимания. А вопрос с Ираном так просто теперь не слезет в сторону, не получится. Даже если 17 раз Трамп скажет, что мы назовем Ормузский пролив собственностью США, а Тегеран назовем там еще как-нибудь, Трампогрант какой-нибудь или еще что-то. Он может сказать все, что угодно. Правильно дипломат заметил. В социальных сетях можно говорить все, что угодно, но это не выигрыш в войне. Проблема там накачивается, она усиливается, договориться он не может, все это видят. У него не так много выбора. У него выбор начать ядерную войну. Собственно, все. Только так, вероятно, Америка может победить. Потому что отправить туда войска, для того, чтобы войска в наземной операции потеряли теперь тысячи людей, а они потеряют тысячи людей, потому что 90-миллионный народ, готовый защищаться, объединенный одним духом, верой, одними лидерами, хорошими, плохими, я сейчас не буду это обсуждать. Он даст такой отпор, что мало не покажется. Это будет самая, наверное, опасная война для Америки за последние десятилетия. Трамп на это не хочет идти. И варианты хреновые. Иранцы как специально предлагают ему такие унизительные вариации сделки, да? Вы нам отдадите все деньги, вы заставите и скажете, что это легитимно, что теперь мы все будут платить, кто выходит через Ормузский пролив, будут платить Ирану сбор, вы сами это скажете. Вы уберете военные базы вокруг нашей страны, это говорят иранцы. Вы все это... А, еще они сейчас заявили, вы компенсируете там сколько-то миллиардов убытков, которые принесла нынешняя война. Ну, это американцы тоже говорят, а вы нам 13 миллиардов убытков нанесли, поэтому давайте баш на баш. Возможно, они сойдутся. Возможно, они сойдутся. Но то, что сегодня предлагают иранцы Америке, достаточно унизительно с точки зрения величи, позиции Америки. И тем более позиции Трампа, как он сам себя позиционирует. И ему чрезвычайно важно сегодня в первую очередь разобраться с Ираном. Разобраться, выйти оттуда, повторюсь, не со слишком бледным лицом. Помочь ему в этом могут два государства, два человека. Путин и Си Цзиньпинь. Я не могу вам сказать, насколько искренне выглядит внутри та картинка, которую показывают и Путин, и председатель КНР по поводу их отношений, доверия и так далее. Скорее всего, достаточно искренне. Скорее всего, они проверили друг друга временем и событиями. Скорее всего, они доверяют, больше доверяют друг другу, чем наоборот. И скорее всего, они друг друга поддержат. И если, я думаю, эти двое решат попросить Иран пойти на попятную и где-то попустить, и где-то дать возможность Трампу выглядеть красиво, особенно перед выборами в Конгресс, я думаю, для Трампа это будет чрезвычайно важно. Что взамен? Взамен те самые обязы Трампа, которые он брал на себя в Анкоридже по Украине. Отказаться от поддержки украинского, киевского этого режима. Я дифференцирую Украину и Зеленского. Это разные вещи. Большая беда Украины в том, что многие в мире воспринимали долгое время, многие сейчас уже перестали воспринимать, Зеленского как синоним Украины. Слава богу, что многие перестали воспринимать. Но все-таки такая еще тенденция по инерции продолжается. Так вот, я думаю, что об этом в том числе идет разговор. Не говоря уже о том, что, конечно же, россияне забрасывают Трампу и то, что, дружище, ты там обещал, что войну закончишь, а благодаря
в кавычках, тебе и таким, как ты, она в ближайшее время превратится в страшную огненную катастрофу. Я думаю, что и об этом идет разговор. Понятно, что Трамп может отмахнуться и сказать, это ж вы будете бомбардировать, не я. Но тут уже вопрос, как на это посмотрит общественное мнение. В копилку отрицательных вещей, которые есть к Трампу, в первую очередь в Америке, это тоже добавит свой определенный вес и точно не в его пользу. Вот так, я сказал бы, выглядят сегодня те или иные договорники между Россией и США. Других логичных договорников я не найду. Вы можете сказать, что любая война – это доход, в первую очередь, миллиардеров или триллионеров от оружейных баронов, которые являются основными спонсорами обеих партий в Америке, и которым, конечно же, любая война, любой конфликт нужны. Я на это могу парировать. За годы войны в Украине весь мир настолько милитаризировался, настолько выросли или во столько раз выросли заказы военные, что все оружейные бароны Америки сегодня забиты заказами на десятилетия вперед. Денег там более чем достаточно. Пентагон им сам собственный подбрасывает работу аж бегом. То там несколько миллиардов, то там нужно оружие, то там что-то нужно. Поэтому я не считаю, что сегодня военно-промышленный комплекс США, именно сегодня, является основным выгодоприобретателем войны в Украине. Нет, они уже насытились. На какое время, сказать сейчас не могу, но думаю, что на несколько лет вперед. Поэтому не они сегодня главные выгодоприобретатели войны в Украине. Как это ни странно, один из основных главных бенефициаров войны – это Зеленский и его окружение. Все эти Миндичи, все остальные, кого вы перечисляли, и кого перечисляет периодически НАБУ и специальная антикоррупционная прокуратура Украины. Вы, наверное, обратили внимание, как этот главный прокурор сказал, что в последние годы топ-коррупция в Украине только выросла. Ну, а топ-коррупция, понятное дело, это все, что рядом с Зеленским и он сам. Резюме. Я считаю, что вы мне задали вопрос, а почему Трамп это будет делать? Я отвечал коротко, когда я говорил в силу выгоды. Я считаю, что ему выгодно так сделать. Я считаю, что ему выгодно отдать на заклание режим Зеленского, тем более, что для этого есть все законные и справедливые обоснования. И ему выгодно получить помощь от России и Китая, показываемую или скрытую, не суть важно, в урегулировании проблемы в Персидском заливе. Есть нюансы. Всегда есть Конечно. нюансы, причем достаточно крупные. Если там говорить о геополитике, то первый нюанс сегодня сообщили о том, что из 35 стран готовит США Госдеп, прям коалицию по противодействию искусственному интеллекту и всех, сопряженных, да, там, технологий. А мы просто понимаем, что искусственный интеллект можно отмахнуться, кстати, это пузырь какой-то, не пойми что. Не-не-не. И война это показывает, и логистика это показывает, и грузоперевозки, и, короче, это действительно какой-то определенный шаг и в будущее, и будет конкуренция. Вот как в космосе конкуренция, потом, вот вообще человечество сразу раз и затормозили. Все. Да, сейчас там они пытаются тоже, Трамп, да, как бы, но это человечество тоже идет как в космос, в искусственный интеллект, и дальше будет больше. И это конфронтация. То есть собирают кучку своих, чтобы запрещать китайский искусственный интеллект. То есть будет теперь война искусственных интеллектов. Тот китайский, тот там американский или там западные корпорации. Поэтому тут как бы в глобальном смысле получать помощь от России и Китая спорный вопрос, да, по Ирану. Это он должен настолько его допечь, да, по ценам на нефть, по благосостоянию, что просто некуда деваться. Последний, наверное, в духе геополитики и сложившихся сейчас вещей, последний, к кому будет идти Трамп за помощью, или не Трамп, а давайте так, президент США за помощью, это российский президент, кто бы это ни был, или председатель Компартии Китая. Поэтому тут глобальное большое противостояние. Тут другой нюанс меня, вот если ближе к нашим широтам, прям, слушайте, это вот прям нечто, выливающееся в тенденцию.
Тут Маск шуточные ролики публикует о том, что он теперь купил Британию. Тут Нетаньяху, казалось бы, да, вроде такой антигерой, там, понятно, у него там за плечами Газа, Международный уголовный суд и так далее, вроде как. Слушайте, а он говорит, что это за исламская страна с ядерным оружием? Великобритания. Про Британию, да, я Да, то слышал есть такое. это вообще это абсолютный переворот внутри вот этого, казалось бы, западного мира. А мы-то зависим от них, мы, имеется в виду не мы с вами, да, а вот именно украинцы, Украина, Да и мы воюющие. с вами тоже, к Да сожалению. и мы с вами все от них зависим. Короче, то есть, понимаете, и тут на фоне этой конфронтации у нас выходит вот такая вот, скажем так, позиция. Э, Ясно становится, что пока вот эти силы, которые там сейчас руководят Украиной, не договорятся с россиянами, каши не сваришь. Россия, судя по всему, и мы это обсуждали там, всю программу сегодняшнюю, будет делать через голову. То есть это эшелон, ну, другая лига, высшая лига, они там будут это все делать. Но здесь возникает главная проблема. Кто позволит Украине выпетлять? Вот кто? Если мы посмотрим на то, что делает Зеленский в последнее время, нет, не вот эти там стрельбы из лука, там вот эта штанга 60 килограмм, не вот эти вот все вещи. А конкретно, как раскачивается тема женской мобилизации, мобилизации там, возраста, что в Европе внезапно оказалось? Приложуха, я открою страшную тайну, слепленная из, подскажите, школьный журнал. Помните, вот школьный журнал в интернете? Да, я Вот понимаю. нечто подобное приложение, его перепилили под Резерв Плюс несколько лет Мгм. назад. И сейчас теперь это не хухры-мухры. Сейчас теперь, если человек идет и говорит, я хочу быть беженцем, теперь говорит, покажи Резерв Плюс. Какой-нибудь бельгийский чиновник, об этом рассказывают сами украинцы. Для новприбывших надо обязательно, что ты вот ТЦК. То есть Мгм. абсолютно идут все на поводу вот этого. Мобилизация ужесточается, никто этот вопрос не решает. Куда гребут людей? И можно ли по действиям Зеленского, ну, который там привез Кости Коновальца и Белецкий ночью с факелами, вот это вот все в греко-католическом костеле, ну, в Киеве, да, возглавил Белецкий, белый вождь, который с еврейкой Лумер гулял, возглавил этот прощание с Коновальцем. То есть его не просто привезли, встретили с почестями государственными, а с ним еще и там Белецкий попрощался с третьим корпусом, и будут, наверное, в этот пантеон героев, так сказать, возлагать. Судя по действиям Зеленского, сколько еще будет эта война? Ну, банально говорить, но скажу, что действия Зеленского – это исключительно действия, направленные на продолжение войны, на то, чтобы не дать угаснуть этому страшному костру. От этого его власть, от этого его деньги, от этого его самоудовлетворение своих каких-то больных комплексов и мотивов. Это очевидно. И так было, к сожалению, так продолжается. Вы правильную фразу, на мой взгляд, вставили, очень четкую такую, когда сказали, кто позволит Украине выпетлять. Отличная фраза. Позволить выпетлять могут ей боссы Соединенных Штатов Америки и некоторые влиятельные ребята и в Англии, и в Израиле. Об Англии и Израиле чуть позже, сначала о нашей стране. Я считаю, что на сегодняшний день, и я объяснял это раньше и старался доказывать это раньше, у Трампа ситуация выглядит таким образом, что ему выгодно будет пойти на поступки России и сменить режим Зеленского. Зеленский не договороспособный человек с точки зрения мира. Более того, Зеленский юридически не тот человек, который может подписать мирный договор. Россия, как одна из сторон, которые будут подписывать мирный договор, четко обозначила, что этого человека и этой подписи она на документе не ждет. Потому что с точки зрения юриспруденции
Он не имеет права подписывать такие договоры, так как его обозначение высшим руководителем Украины – это исключительно его обозначение, противоречащее Конституции Украины. 2 года как подряд его никто не избирал президентом. Никакие продления Конституция не предусматривает. Нужно было тогда ее переписывать, но не получилось. Поэтому для Трампа сегодня, я считаю, достаточно выгодно будет пойти не на поводу, а как исполнить просьбу России и помочь устранить режим Зеленского, заменив его, возможно, скорее всего, достаточно лояльными людьми именно не к России и не к Москве, а к Вашингтону. Но эти люди выполнят задачу и подпишут мирный договор. Я предполагаю, что такое вполне реально. Я понимаю, что сегодня, кроме Зеленского, в Украине очень много бенефициаров войны, которые на ней зарабатывают. И те нацики, недонацики, и которых вы перечислили, и которых еще не перечислили, но которые сегодня мелькают кругом и помогают, допустим, Ермаку ездить по всей стране и доказывают, что он великолепный военный герой, и кто он там, фельдфебель и так далее, и давят на антикоррупционные органы, антикоррупционный суд. Несомненно, это сегодня ядро войны, в центре которого пока еще находится режим Зеленского. И нужно будет применить определенное давление для того, чтобы после смены самого режима и прихода ИО президента или другого президента, скорее всего, все-таки ИО президента, не успеют избрать другого, мне так кажется, нужно будет применять давление для того, чтобы все остальные не тявкали и приняли решения, которые им навяжут со стороны. Да, Украине будут навязывать решения со стороны. И это было давно понятно, потому что Украина давно управляема со стороны, извне управляема. Ее так выстроили на протяжении нескольких десятков лет. Так случилось. Просто оно рвануло недавно. А закладки эти все делались давно. Выстраивался этот иерархический строй тоже давно. Загонялись туда в него национал-предатели тоже давно. Те самые, которые будут управляться извне. Так случилось. И так произойдет и в этом случае. Я думаю, произойдет. И я думаю, что с точки зрения геополитических разменов Трампу выгодно сегодня оказать подобную услугу России. Я не говорю, что ставленник России, тем более я понимаю, что там ставленников-то этих один от силы 2. И оба абсолютно неприемлемы украинским народом. Поэтому я их отбрасываю. Я считаю, что ничего не получится с теми планами и прогнозами, которые вынашивают в первую очередь эти ставленники, которые очень хотят вернуться в Киев. А во вторую очередь подтягиваемые ими российские высшие топ-чиновники. Ничего с ними не выйдет, не получится, не срастется, как не срасталось все эти годы. Так вот, я думаю, что достаточно одного давления Соединенных Штатов на то, чтобы, как вы сказали, Украина выпетляла. Уверен, что обычные войска, не супергенералитет, не те интенданты, которые жируют от войны, а просто солдаты и офицеры, которые на передовой. Особенно, если учесть, что 3/4 из них насильно были пойманы людоловами и отправлены на войну. Уверен, что они войны не хотят. И как только будет хоть какое-то изменение, армия в их лице просто-напросто сама перестанет воевать. Люди устали от войны, люди боятся войны, люди не хотят войны, они не зарабатывают на войне, они хотят жить, они хотят вернуться домой. Это все те моменты, которые в комплексе своем помогут, как вы сказали, Украине выпетлять. Теперь, что касается серьезных зачинщиков этой войны, которые находятся в Лондоне и да и не только в Лондоне. Хочу отметить, что Израиль и Британия друзьями никогда не были, исторически, с момента образования Израиля. Британия делала все для того, чтобы Израиль не образовался. И спецслужбы Израиля в первую очередь работали не только в отношении арабов, но и противодействовали действиям спецслужб Великобритании. И исторически на протяжении 80 лет Израиль не воспринимает Великобританию как своего союзника, равно как и наоборот. Британия всегда делала ставку на арабские страны.
То, что сегодня происходит с Британией, это, конечно, уму непостижимо. Страна, которая пытается учить весь мир, как надо жить, что такое демократия, демократические ценности, на самом деле яркий пример того, как жить не надо, как не должна быть устроена власть и уж точно кто не должен быть при власти. У нас один артист занимает эту должность долго, да, а у них за этот срок поменялось штук 7 таких же клоунов. Правда, они не ввергли свою страну в войну, но от этого стране не становилось легче. Кстати говоря, хочу обратить ваше внимание, недавний премьер-министр, равно как и премьер-министр до него, они же ведь нам говорят, что надо проводить демократические выборы, волеизъявление народа и так далее. Кто не знает, эти премьер-министры, которые в Британии сейчас появляются, это не премьер-министры, избранные народом. Народ их не избирал. У них когда-то на парламентских выборах победила лейбористская партия. И лейбористская партия своего лидера ставит премьер-министром. А когда этот премьер-министр проштрафится, и его надо убирать, потому что уже дальше некуда, та же лейбористская партия, вообще не спрашивая мнения народа, выдвигает другого лидера, там мэра Глазго, например, или еще кого-то, и он становится премьер-министром. Это я к тому, чтобы показать, что в Великобритании понятие демократических выборов отсутствует очень давно. А вот эта система, о которой я сказал, да ей уже сотня лет, наверное, может быть больше. Я думаю, что Великобритания – это как раз яркий пример страны, где государственные лидеры на самом деле попки. И они ни на что не влияют. И они ничего не решают. Им говорят, что говорить, и говорят, кого поддерживать, и говорят, что подписывать. Они это делают. Как раз Великобритания – это страна, в которой, скорее всего, международный олигархат, международные транснациональные корпорации правят бал. Даже уже не их, не внутренние бароны, лорды и прочее. Это все уже покупные ребята. Или купленные ребята. Британия – это исключительно страна транснациональных корпораций. Что там Нетаньяху имел в виду, ну, я понимаю, но я думаю, что его задача была больше обидеть Великобританию как таковую, чем прям вгрызться в суть этой страны и вывернуть это наизнанку. Но я к тому говорю, что с любыми транснациональными корпорациями, те же американские транснациональные корпорации, откуда, скорее всего, идут корни, всегда договорятся. И если Трамп сможет убедить своих богачей, американских богачей, в том, что ему сейчас выгодно, крайне выгодно разобраться с Ираном, разобраться с Ормузским проливом, с Персидским заливом в целом, прекратить это все, выйти оттуда. И для этого нужно произвести определенный размен, либо выполнить свои обязательства. Я думаю, что у него получится убедить. Я думаю, что у тех получится убедить реальные власти Великобритании не лезть туда. Ну вот, Максим, понимаете, а Украина? мы с чем останемся? Да, мы как люди, как народ. В лучшем, для начала, Александр, для начала в лучшем случае с миром. А мы останемся. Ну подождите, о каком мире можно говорить? Ведь раньше вот как говорили, вот там как бы лишь бы войны не было войны, но вот договорились до того, что у нас теперь там 13 августа привозят Коновальца, 14-го его хоронит, прощается с ним Белецкий с факелами ночью. Получается, 88 лет с момента, через 88 лет, получается, 14-88. Классно, понимаете? О, то есть, это тот, который рассказывал этой Лоре, помните, что это просто провокационные вещи. Мы останемся с обществом, где в Киевском университете снимают на телефон, как там сотрудница по телефону разговаривает по-русски с кем-то, стучат и ей штраф выписывают, понимаете? Мы останемся с... Вот сейчас Полякова я возьму. Полякова. Тут есть своя Полякова. Помните, был такой сериал «Кухня», и там была такая беленькая, она из Украины, как бы, Катерина Кузнецова.
Она снималась в России, в этой кухне, в сериалах, то есть актриса. С моментом войны она переехала, уехала, в общем, сказала, поддержала публично Украину, Россию осудила, все. И сейчас ее зацепили в украинские сериалы, причем такие героические, прям про пожарных, да во всех сериалах она сейчас снимается. Она чистую українською мовою оволоділа, ну, все выучила, все, как бы, ну, молодец. Снимается, все, раскрывается в Украине. Вот она выходит в эфир в своих там сторисах, говорит, вчера моего друга, как бы не стало. А что случилось? В ТЦК приняли. И, в общем-то, сказали, ой, эпилепсия, эпилептический шок, что схватило его, упал, ударился головой о твердый пол и не стало человека. А хоронили, весь в гематомах, голова синяя. Это рассказывает эта актриса, которая сделала свой выбор. Вот такая вот, понимаете? А с чем мы останемся? Вот же какой главный. Вы хотите сказать, насколько больно общество? Вы об этом, Александр? Я о том, что делать с этими ранами, которые никто... Вот, окончание войны по принципу «давай, Трамп, поменяй Иран на Украину», какими ранами мы останемся? Оно их не залечит, не решит, не разрешит, понимаете? Я еще раз хочу обратить ваше внимание вот на что насчет Трампа, Ирана и Украины. Когда задается подобный вопрос, и он задается справедливо, вы верно акцентируете внимание на то, а зачем это Трампу? Я пытаюсь аргументировать, зачем это Трампу. Я понимаю, что лирика там не работает, там нужна только выгода. Я не вижу сегодня никакой иной выгоды, которую может дать ему Россия в обмен на Украину. Не вижу. То, что она ему дала, а он не сделал в обратку, да, ну это уже пройденный этап, это уже вопросы к России, уже это произошло, все, йог. Сегодня есть моменты, которые Россия может помочь ему разрешить. И это для него выгодно. Именно поэтому я считаю, что подобное достижение соглашения возможно. Это первое, чтобы больше к этому не возвращаться. Я считаю, что для него это может быть выгодным, и это единственная выгода, которую я вижу, которую может ему предоставить Россия в сегодняшней ситуации. Какие-то там разработки Арктики или что там они еще обещают. Мост какой-то построить, туннель между Аляской и Россией. Это все такое баловство, что абсолютно не имеет отношения к геополитике. Я уверен, что это несерьезно. А вот это серьезно, и это они предложить ему могут. Я думаю, что это уже давно предложили. И повторюсь, я думаю, что усугубление ситуации с Ираном происходит не просто так. Не только потому, что Иран так вот решил себя в позу поставить. Все, убираем это в сторону. Теперь касательно вашего сейчас основного вопроса. Как быть дальше? Два варианта. Я не вижу третьего. Может быть, кто-то видит. Пусть он нас поправит. Я знаю, что комменты у вас приходят достаточно умные. Пожалуйста, пусть поправит. Я вижу два варианта. И оба сведутся, если фигурной скобкой объединить, к слову «мир». Первый вариант. Через бомбежки, через применение, возможно, ядерного оружия. Не знаю какого. Стратегического, тактического. Но думаю, что все к этому идет в этом варианте. Применение этих орешников. Я думаю, что сейчас их не пуляют просто потому, что накапливают. Я думаю, что если удар именно несут, то это будет не один орешник, а несколько орешников. Я так думаю. Я не военный стратег, но я полагаю это как политик. С точки зрения политического руководства. Я думаю, что такое возможно. Плюс удары на фронте по всей линии или по выбранному месту, но для того, чтобы обвалить это место и чтобы это все синхронно произошло. Я думаю, такое развитие событий. Плюс сумасшедшая ракетная бомбардировка городов и весей Украины. Это первый вариант. И потом мир, потому что не будет по-другому. Потому что не сможет Украина дронами противостоять военной машине России. Не сможет. Нельзя воевать с ядерным государством. Не придумал пока никто ничего другого. Нет другого оружия пока. И будет именно так. Это первый вариант, а потом по итогу мир. То есть сожженное нахрен поле, без общества, скорее всего, без больного общества, вообще без никакого, без здорового, без больного. И, наверное, на нем, на этом поле, можно уже заново высаживать какие-то саженцы и
Не будет возникать этот вопрос, что же делать вот с теми, кто со свастикой бродит, что же делать с теми, кто с факелами по Киеву бродит, что же сделать с теми стукачами, которые своих преподавателей в Киевском университете снимают за то, что те на русском говорят. Этих вопросов стоять тогда не будет. Это один вариант. Второй вариант – это все-таки мир сегодня. Мир сегодня, но с тем обществом, которое сегодня есть в Украине. И с той начинкой, которая есть в Украине. И с тем ядром, о котором мы с вами говорили только что раньше. Вот тем самым нео-квази-недо-нацистским. Да, так есть. Как будут происходить события дальше, мы можем предполагать. Предположение следующее. Если власть останется у этих ядер, то ситуация рано или поздно все равно накалится. Потому что это ядра, которые не умеют созидать. Они умеют разрушать и очень хотят воевать. Ситуация рано или поздно накалится, и произойдет следующая война. Опять же, между Россией и Украиной. Возможно, не только между Украиной, кто-то еще будет втянут в нее. И тогда все равно все придет к варианту номер один. Туда, к сожженному нахрен полю. Это первое. Подпункт первый. Второй подпункт. Меняется полностью все путем внешней инвазии. Может быть, договоренности будут каким-то образом продлены, и у всех участников процесса будет квота на то, кто где, куда заходит, кто кому какое лояльное или нелояльное правительство создает. Такое тоже возможно. Я не отбрасываю это. Да, я считаю, что России некого предложить Украине сегодня. Если Россия считает, что она может предложить тех двух единственных, и других она не знает никого. Ей некого больше предложить Украине, потому что Украина не воспринимает этих двух. Ни того, кто раньше убежал, ни того, которого потом выкупили. Не воспринимает. Это доказала история. Это доказала ментальность. Поэтому здесь могут быть куча вариантов и подпунктов, но в случае чрезвычайно важно, кто возглавит страну потом. И как и что будет формироваться дальше. Если будет продолжение того курса, который вы подчеркнули, и очень ярко его подчеркнули, то в какое-то очень короткое ближайшее время Украина опять столкнется с Россией в военном конфликте. И в этом следующем военном конфликте Россия больше не будет допускать тех ошибок, которые она допустила с точки зрения военных, в конфликте нынешнем. Тогда опять будет поле. Мы приходим к выжженному полю. А потом уже к прорастающим каким-то семенам, подстройкам, настройкам и так далее. Если заключить договор сейчас и сделать так с помощью внешних сил, что в страну смогут возвратиться здравые люди, люди за мир, а не за войну, то кто знает, я уверен, что у Украины будет шанс внутри почиститься самой, со временем привести себя в порядок, ликвидировать все то, на что вы обратили внимание, каленым железом причем. И дальше продолжать расти и, даст Бог, расцветать. Я понимаю, что это чрезвычайно сложно и, возможно, звучит фантастически, но я хочу вам привести один пример. Два. Я сейчас ни за кого не агитирую, ни за левых, ни за правых, просто привожу статистические примеры. В Германии на последних выборах в Бундестаг их социалистические партии взяли сколько-то, чтобы пройти в этот самый Бундестаг. Но когда начали смотреть, кто голосовал за них, именно за социалистические партии, оказалось, что основным избирателем социалистов является молодежь. Молодежь. Не 40, 50, 60 плюс, а именно молодежь. Я не шучу, это несложно найти в интернете, это исследовали. Это первое. Второе. Когда мы восстанавливали социалистическое движение в Украине, и вся Украина, не вся, та, которая реагирует на это, западную мы не трогали, была завешена билбордами за новый социализм, был сумасшедший всплеск молодой активности. Людям это нужно, людям это интересно, люди понимают, что это есть здоровое и что это, возможно, здоровое будущее. Я к тому веду, я привел вам два примера, которые, казалось бы, сегодня не могут
иметь место, а они имели место или имеют место. И я считаю, что при правильном подходе и с помощью в отношении Украины обязательно с помощью внешних сил не получится самостоятельно. Будь то американские внешние силы, будь то еще какие-то внешние силы, но между тем с помощью внешних сил привести в порядок нашу страну вполне возможно. Что касается общества, ран, вы без меня знаете, что раны затягиваются временем, работой, интересом, совместным интересом. Я имею в виду бизнес-интересы, житейские интересы. В конце концов, историей и генетикой. Все это возможно, и все это было. В начале 17 века казаки вместе с поляками заходили в Москву. В начале 17 века. Это кто забыл? И потом там было по российской истории так называемое смутное время. Так вот, помогали полякам казаки, и помогали достаточно качественно, с точки зрения войны. А по прошествии всего 50 лет, 50, эти же казаки или их потомки просили московского царя взять их под крыло. Тот взял под крыло. И так сохранилось казачество в Украине, и так сохранилась та территория. А потом забрали еще большую территорию, которая до этого была под поляками. Поэтому все в жизни возможно. И не такой с точки зрения истории, с точки зрения истории человечества, не такой уж этот слишком длинный лаг, несколько десятков лет. Но я согласен с вами, да, это не 2-3 года для того, чтобы раны затянулись. Это не 2-3 года, чтобы все забыть. И тем более не 2-3 года, чтобы все отстроить. Я с этим согласен. Но иных вариантов, кроме тех двух, я не вижу. Может быть, кто-то предложит другой вариант, расскажет, как должно быть или как может быть. Отлично, с удовольствием услышу, почитаю. Максим Гольдарб был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Вам спасибо. Хороших выходных. Друзья, берегите себя, добра и света, несмотря ни на что.